Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня буду делиться любимым рецептом пряного тыквенного торта. Торт простой, без дополнительных прослоек и сложного декора, зато, на мой взгляд, идеально сбалансированный по вкусу. Рецепт сочного тыквенного бисквита на канале у меня уже есть, поэтому сразу перейду к компонентам, которые понадобятся нам для приготовления крема и сборки торта. Нам понадобится пряный тыквенный бисквит, 600 граммов холодного сливочного сыра, 120 граммов холодных сливок жирностью 33%, 120 граммов сахарной пудры и по 5 грамм мускатного ореха и корицы. В чаше миксера смешиваем холодный сливочный сыр, специи и холодные сливки. Взбиваем до объединения, этот процесс займет не больше минуты. Добавляем сахарную пудру и взбиваем еще минуту. Долго и усердно крем взбивать не нужно, иначе он станет рыхлым из-за большого количества воздуха. Рецепт крема универсальный, если не считать специй, и подойдет для любого торта из 3 или 4 коржей диаметром 18 см. Крем стал однородным, перемешиваем его лопаткой для гладкости. Для того, чтобы у торта был красивый разрез и слои крема были одинаковыми, я весь крем взвесила и поделила на 3 части. 2 части для прослойки коржей и 3 часть для чернового покрытия всего торта. Так как торт будет в стиле Naked Cake, то есть голый, без финишного покрытия, мне будет достаточно 130-150 граммов крема. А на прослойку коржей у меня пойдет по 368 граммов крема. Торт я буду собирать в разъемном кондитерском кольце. Выдавливаем немного крема на подложку и укладываем первый корж. Таким образом мы зафиксируем торт. И во время перемещений или других манипуляций торт не будет ездить по подложке. Также внутри кондитерского кольца я устанавливаю бордюрную кондитерскую ленту, для того чтобы максимально удобно и без повреждений достать торт после стабилизации в холодильнике. Дополнительно пропитывать коржи я не буду, так как тыквенный бисквит сам по себе уже сочный и влажный. Поэтому сразу на коржи выкладываю крем. Наносим крем, выравниваем и укладываем второй слой бисквита. Дальше все повторяем. Такой тыквенный торт я пробовала собирать и с 3, и с 4 коржами. Лично мне больше нравится торт на 4 коржа, когда чаще чередуется крем и бисквит. Очень многим нравится торт именно в таком виде, как мы его сейчас собираем, из 3 коржей. Если вы любите и готовите такой торт, поделитесь, пожалуйста, какой вариант вам нравится больше. Укладываем последний корж и наносим немного крема, приблизительно 2 столовые ложки, сверху, чтобы запечатать бисквит. На пару часов убираем торт в холодильник, чтобы он хорошо охладился. Крем, который мы оставили для чернового покрытия торта, также убираю в холодильник и достаю за полчаса до нанесения, чтобы он нагрелся. При помощи кондитерской лопатки распределяю крем тонким слоем по поверхности торта. Остаток крема наношу наверх и также разравниваю. При помощи шпателя выравниваем бока и снимаем лишний слой крема. Толщину регулируйте на свое усмотрение. Мне больше нравится, когда коржи немножко просвечивают, поэтому я оставляю небольшой слой крема.
Перед нанесением шоколадных потеков отправляем торт на 30-40 минут в холодильник. Тыквенный бисквит и крем из сливочного сыра по вкусу очень хорошо сочетаются с любым шоколадом. Его можно добавить в тесто в виде термостабильных дропсов, а можно украсить торт сверху и сделать шоколадные потеки. Для этого приготовим шоколадный крем-ганаш. Мне понадобится 100 грамм темного шоколада. Растапливаем его любым удобным для вас способом. Добавляем 100 грамм подогретых жирных сливок. Перемешиваем до однородного состояния. Шоколад должен быть слегка теплым. Так при нанесении на охлажденный торт шоколад начинает застывать и останавливается. Пока шоколад окончательно не застыл, закрываем верх торта. Декор я выбрала простой, как любит именинник. Инжир, помимо того, что он вкусный и полезный, еще и очень эффектно смотрится в качестве декора. Также присыплю верх торта растворимым кофе, мне нравится его кислинка. Добавлю пару конфеток M&M's и рисовые шарики в золотой шоколадной оболочке. Оформление сдержанное и спокойное, как я и планировала. Готовый торт получился высотой 10 см и весом 1 кг 650 грамм. Диаметр торта 18 см. Структура монолитная, красивый разрез, вкус сбалансированный. Каждый из компонентов выгодно дополняет друг друга. Торт вкусный и необычный, и особенно актуален в осенне-зимний период. Я часто пеку такой торт на осенние семейные праздники. Я уверена, что вам он тоже понравится, и вы по достоинству оцените этот пряный, уютный осенний десерт. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, если видео понравилось и было полезным, ставьте лайки, если появились вопросы, пишите комментарии, буду рада помочь. До встречи в новых видео.